Установил я вот эту вот, никогда не пользовался, странную такую абразивную насадку. Вот только что попробовал я именно вот этот абразив. Вот на алюминии. Вот, если крупным планом увеличить этот кусочек, то тут видно, очень грубо снимает. Вот попробовал эту же насадку на ДСП. Ну вот оно оборвало все так. При этом оно в глубину не проникает, но сверху очень грубо обрывает. Вот край ободрал. Сейчас покажу, как это все происходит. Вот видно, я, видать, чуть-чуть под углом держал. Вот оно тут выбрало уже до ДСП, до самой плиты. Тут вот с такими глубокими царапинами. Вот сейчас на кусочки алюминия покажу с этого края. Вот, само собой, я ровно рукой не могу удержать, вот под углом держал, вот оно под углом его выбрало. Вот такая вот насадка. Ну, сам реноватор до безобразия дешевый, настолько же приличный. Скажем так, я удивлен ценой и производительностью. Но насчет качества я не могу пока судить. Могу сказать, что из плюсов то, что тут ручка сама сужается, это плюс. На предыдущем моем реноваторе, в точно таком же, ручка была шире, ровная была. Было неудобно тут его держать. Из плюсов: прорезинена. Самая обычная резина, без каких-либо наворотов, но ее более чем достаточно. В отличие от предыдущего реноватора, очень хорошо, что ли, сделана кнопка включения-выключения. Она хорошо фиксируется. И у нее довольно легкий ход. Регулировка оборотов тоже работает. Ну, сейчас проверим на низких оборотах. Я не пробовал, как он будет работать. По ощущениям, так могу сказать. Ну, он на единичке, вот сейчас был. Вот это выбрано на единичке. И я могу сказать, что это было удобно. При необходимости я этой регулировкой буду пользоваться, потому что, во-первых, значительно меньше вибраций в руке, значительно удобнее удерживать инструмент и значительно более контролируемый результат. Сколько он прослужит, неизвестно, но на него есть какая-то даже гарантия, целый год, что само по себе удивительно, за 20 с копейками долларов. Вот такая насадочка меня больше всего заинтересовала, потому что, как я понимаю, ее хорошо использовать в труднодоступных местах. Сюда также крепится наждачная бумага, на слепучкой, на резинке. Ну, очень интересная форма, потому что во многих труднодоступных местах обычной, где она для сравнения стандартная, которая со всеми реноваторами есть насадка, ну, это в 3 раза меньше и значительно тоньше. Найду кусочек какой-то бумаги, а может быть она тут есть какая-то. А, да, тут есть вот мелкая бумага. Классно. Очень приятно, что тут кусочек такой проверить есть сразу. А вот один кусочек и есть. Вот, кстати, что с ним в комплекте. 60, 80, 120. И вот такой кусочек. Чего? 120, да? Да, 120. Видно, что снимаются они все несложно. Я осознанно выбрал именно с винтом, а не с быстросъемом. Те, что я видел с быстросъемом, ну, скажем так, некоторые конструкции быстросъема не внушали мне доверия, а некоторые мне просто не понравилась конструкция самого реноватора.
такой вариант. Мне кажется, что с винтом, учитывая постоянные вибрации, наверное, с винтом и с подпружиненной шайбой это более надежный вариант. Такое субъективное мнение. Вот этот кусочек бумаги наждачный. Даже не знаю, на чем показать. Это 120-я, но вот у меня такая есть железяка, чуть уставшая. Это на единичке. Вот, как выбрала, видно. Ну, с другой стороны, сейчас попробую на максимальную. Вот это на шестерке на максимум. Сейчас посередине поставлю. На троечку. Между небом и землей. Ну вот субъективно, наверное, если брать металл, в данном случае какая-то сталь, наверное, тройка лучше всего. Удобнее контролировать. Ну, насадка классная, потому что можно подлезть ей куда нужно. У меня просто сейчас под рукой нету чего-то такого с труднодоступными местами. Ну, думаю, так понятно. Зернистость тут вроде бы одинаковая с этой. Вот это новенькая, это уже чуть-чуть я ей потер. Дерево, пластик, алюминий с краской тер. Но это... С этой стороны у нее нет рабочей поверхности. А вот у этой большой плюс. Получается, что это даже в щелях можно в щель проникать такой насадкой и чистить. Ну, тут получается рабочих поверхностей 3, 2 боковые и торец. Она тоже как рабочая поверхность, но я, честно говоря, очень сомневаюсь в эффективности такой пилы. Возможно, она в каких-то специфических случаях нужна. Но вот я реноватором пользовался, наверное, последние несколько лет, года 2-3, не больше 3. И лично меня он не переставал удивлять. Потому что всегда находилась какая-то задача, которую само собой можно решить подручным каким-то инструментом, но это сложно и долго, и требует много сил. Реноватор очень часто многие задачи упрощает в десятки раз, не в разы, в десятки раз. На тройке. Ну, вот что-то еле-еле режет. Сейчас я ее упру. Это силикон, коврик, так что он будет держать. Поставлю на шестерку. Ну вот для понимания функционала, она, конечно, тут же забилась сильно, но не полностью. На максимальных оборотах, вибрациях максимальных получается, не оборотах, на максимальных оборотах двигателя. Вот что получилось. Ну, за все это время оно выбрало в пределах миллиметра, в самой глубокой точке. Но она работает, эта насадка, однозначно работает. Но для сравнения, я точно знаю, вот эта насадка, скорее всего, за то же время прорежет. Сейчас мы сравним. Такой я пользовался. Такая у меня есть бэушная. Сейчас попробуем новую. Кстати, тоже те, которыми я пользовался, были куплены отдельно из комплекта подобного недорогого
реноватора, если я не ошибаюсь, Батавия. Тут, кстати, неплохо сделано охлаждение, это тоже огромный плюс. На максимальных оборотах вот такая круглая, полукруглая пила, алюминий, толщиной, наверное, с миллиметр. В этот раз я ошибся. Нифига она алюминий вообще не берет, вот эта обычная пила. Я чем-то другим, значит, резал. Но ДСП должна набрать точно хорошо. Сколько секунд? 5 прошло, да? Ну, почему-то мне вот эта пила из комплекта кажется какой-то странной. Точно такая же у меня где-то есть, я потом покажу. Почему-то мне кажется, что она резала лучше. Из того, что тут еще можно показать, это такая пилка широкая для труднодоступных мест. Вот такая вот. Они бывают еще интереснее, уже в 2 раза, вот такие. Я почему-то думал, что будет узкая в комплекте, но положили такую. Ну и само собой и та, и эта пластик они пилят без проблем. Думаю, продолжать нет смысла, вот оно пропилило с обеих сторон уже миллиметров 15, наверное. Так что вещь отличная, я бы это рекомендовал. Сюда еще не уместилось зарядное устройство в виде стакана под батарею и блока питания в розетку. Вот это все стоит в пределах 25, ну, по-моему, порядка 22 долларов. Ну, сказать честно, вот этот вот набор насадок для реноватора, ну, будет стоить не менее 10 долларов, а скорее всего порядка 12-15 баксов будут стоить одни насадки. Аккумулятор будет стоить порядка 10 баксов. То есть пусть будет 10 баксов насадки, 10 баксов аккумулятор. Зарядка и реноватор в подарок. Ну, на этом все. Неплохая вещь. Единственное, вот из недостатков резина, конечно, она забивается. Реноватор такой инструмент, который работает всегда в пыли. Вот эта резина, я же им не работал. Вот все, что им сделано, это вы видите в этом видео. Но он уже забился, так, будь здоров. Но в то же время не могу сказать, что резина не работает. Она работает, она до сих пор такая, держать ее удобно. Но уже чувствуется, что она как засалена этой пылью. Возможно, недостаток, возможно, особенность. Этот же инструмент видел в продаже порядка 80 долларов. Именно этот инструмент в такой же комплектации. В то же время его можно купить за 22 американских доллара. Что само по себе удивительно. На этом у меня все. Thank you.